Между Эссейрой и Марракешем автобус делает длительную остановку в приличном месте с продуктовым магазином и кафе. Видео об Эссейре смотрите на канале. Марракеш сразу впечатляет своими цветами. Все дома в красных и оранжевых оттенках. Даже современные окрашены в цвета марокканских гор. Вон он, железнодорожный вокзал видно, проход к нему. А на этом автобусе мы приехали. В разных городах Марокко, как и в Арабских Эмиратах, например, такси отличаются по цвету. Если в Эссейре они голубые, то в Марракеше желтые. Очень красивый вокзал. Вокзал современный и сделан с размахом. Видно, что Марракеш большой и богатый город. Здесь также заканчивается марокканская железная дорога, которая охватывает пока только север страны. Но у правительства есть грандиозные планы по ее расширению, в том числе на юг. А мы, как обычно, отходим подальше от вокзала, чтобы поймать такси с более низкими тарифами. Марракешский таксист был весел и приветлив. Он без тени сомнения поехал по встречке через двойную сплошную, чтобы только мы сняли Марракеш с лучшего ракурса. Скорее же ставьте лайк этому фото. В отеле нас встретил очень доброжелательный хозяин. Показал нам зимний вариант традиционной джелабы и постоянно угощал чаем. Мухаммед отлично говорит по-французски, но плохо понимает английский, поэтому общаться приходилось через телефон и жестами. Вот заехали в такую квартиру. Очень дружелюбный и вежливый консьерж Мухаммед. Все рассказал, все показал. Большие апартаменты. Говорит, построены были 2 года назад эти здания, но ремонт сделан под традиционный, поэтому выглядит как будто бы старый. Очень странное инженерное решение сделано в этом доме. То есть кабель проходит под всем диваном, выходит вот здесь. От него запитывается удлинитель, телевизор и кондиционер. И еще бог знает что. Туалет и кухня. Мухаммед говорит, что он тут постоянно находится, поэтому выходить надо, как с вахтером, звонить ему, когда пришел. На самом деле в небольших риядах популярна такая система, когда хозяева постоянно в доме и ключ от входной двери гостям не дают. Марракеш сразу поражает гигантским старым городом – Мединой. Зацените, как это выглядит сверху. Сотни маленьких квадратиков с дырками внутри – это внутренние дворы. В современных домах их уже нет, и со спутника сразу понятно, где начинается новый район. А изнутри Медина – это гудящий восточный базар на крупных улицах и загадочный лабиринт с глухими стенами, если свернуть в переулок. Минеральная краска. Улицы пасутся. Иногда случаются вот такие нападения на туристов. Но шоу стоит копейки, а селфи получается прикольное. Иногда в боковых домах-риядах делают магазины. Можно посмотреть не только товар, но и как устроен старинный дом. Ну что сказать, здесь намного выбор больше, богаче, чем в Эссейре, чем в Агадире. Очень маленький, да. Под старыми хамамами находятся вот такие древние кочегарки. Одну из них мы спустились посмотреть. Топят по старинке опилками. Греют воду для хамама, расположенного сверху. Заодно и готовят еду. Ей очень много лет, наверное. Вау. Это так вот. Салам, сидикидер. 10 дирхам, кусочек мыла. А стоит выйти с главной улицы, с какой-нибудь свернуть, и вообще никого. Эти улицы для своих. Хотя вот и ряд. Аль-Барака.
Вот так, из малолюдной улицы сразу в поток людской. Приближаемся к главной площади Марракеша – Джамаа эль-Фна. До 19 века она использовалась для торговли рабами и казни, а также была местом традиционного пятничного рынка и сценой для проведения общественных развлечений по вечерам, как и сегодня. В 2008 году площадь была включена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Мы вошли на крышу с красивым видом на площадь. Вход бесплатный, но нужно купить какой-то напиток, либо чай за 20 дирхам, либо холодное что-то из холодильника за 25. Музыка, вообще отвал башки. А слушайте, ну очень колоритный шалман такой здесь. Намного интереснее, чем в Агадире и тем более в Уссуэре. Он там маленький, а здесь, смотрите, что происходит. Что-то тут не творится. А вечером, говорят, здесь еще крепче. От нашего отеля до площади шли минут 30, нам ни разу никто не пристал. А как же приставучие эти марокканцы, помогают? Ну, еще не вечер. Наоборот, уже вечер. Через дорогу от главной площади находится самая большая мечеть Марракеша – Аль-Кутубия. Мечеть Кутубия у них на реконструкции. А Марракеш по сравнению с Агадиром еще зеленее, еще более цветущий. Но это что касается Марракеша, потому что по дороге сюда пустыня. Пустыня и засохшие деревья. А здесь зелено, очень красиво. Термометр примерно 30 градусов показывает на солнце. 29. Меня поправили. Местные все в куртках, в шубах. Нам, конечно, жарко. А им после 45 лет там нормально, холодно. Тут, конечно, тоже вот такие красивые террасы, да? Идешь прям как террасами идет. Ароматный очень магазин. Пахнет таким ладаном, благовониями. К сожалению, в Марракеше пахнет не только благовониями. Особенно вечером. Посмотрите, едут мотобайки эти, но многие, конечно, жутко чадят, и такой смог висит после них. Все синие. Какая необходимость тут ездить на мопедах? Объясните мне. Совсем лень пешком ходить. Тут телегу поставили, и все разъехаться не могут. Так, ну что, сидим мы на крыше Макдональдса в Марракеше.
Вот здесь прикольный такой центр Макдональдс с террасы открытой. И вот выбрались мы из старого города, там так воняло жутко, а здесь еще хуже. То есть воздух просто стоит, ужасный смог, дышать очень тяжело. Не знаю, почему здесь всегда так или нам так повезло. В общем, очень сильно загазованность чувствуется даже наверху на крыше, на террасе. И туристов много, и много местных всего уходит, ну, весьма таких раскрепощенных. Вот он, мальчики покрытые. Красиво в центре. Закупились в местном Каррефуре на 22 евро. Разные виды очень вкусного марокканского тунца, чай, сахар, фрукты, йогурт и разная мелочь типа салфеток, печенья и жевательной резинки. Утро нового дня. Мы переночевали в этой квартире. Ну, сон вполне нормальный. Холодно, правда. Чертовски тут. На второй полный день в Марракеше решили вдарить по музеям. Через дорогу от нашего отеля в старом доме расположена кофейня Баха и музей, который не входит в топ мест Марракеша. Но как оказалось, что именно там было больше всего экспонатов и информации. А вот в знаменитых медресе Бен Юсефа и дворце Бахи было абсолютно пусто, только голые стены. Можно купить билет только в кофейню и внутренний двор. Это будет стоить 10 дирхамов или 1 евро. С музеями цена будет уже 7 евро. Если что, это дверь 18 века. Хорошо сохранившаяся. Рассказывает про разные типы деревьев, которые растут в разных частях страны. Здесь представлены образцы. В общем, поскольку в Марокко достаточно мало деревьев, используются все, в том числе фруктовые. Фруктовые, оливковые. Какая красота. Попадаем с вами во внутренний двор. Блин, какая красота. Смотрите, вот тут прям двор красивый. Напоминает Альгамбру в Испании. Много-много узоров таких. Разнообразные комнаты музея представляют элементы декора. Информация на английском, французском и арабском языках. Что мы видим? Мы видим инструменты, с помощью которых создавалась вся эта красотень. То есть с помощью вот этих вот простых инструментов строили дворцы тогда, насколько я понимаю. Деревянные таблички с документами на арабском языке. Так. А это специальное возвышение для чтения Корана. Раньше здесь были комнаты для жильцов, а сейчас здесь сделали залы музея. Тут принцип такой: ходишь по саду и заходишь в боковые помещения. А в каждом помещении своя выставка. Это посвящено оружию и музыкальным инструментам. Ну что, мы с вами заходим в следующую комнату. Что ты думаешь? Все это создано на нетрудовые доходы. В общем, то, что сейчас зима, а не лето, говорит только то, что гранатовое дерево сухое, без листьев, со старыми плодами. А так все зеленое. Вот, что характерно, в музее очень много дерева, кедрового причем, и такой запах приятный. То есть нет такого запаха старых вещей, как бывает в музеях, а вот приятный такой аромат древесный. Так, этому кафе больше 100 лет. Нам дали вот такой номерок. Когда наша очередь подойдет, на него поступит сигнал. По отзывам ждать можно несколько часов, поэтому лучше приходить к открытию. Большой выбор, то есть с разных стран,
мира, как с Африки, так с Азии, там, да, с Южной Америки. И рассортированы еще по, ну, скажем так, под предпочтением. Нет, смотри. Это лучшие смеси типа на утро, да? И вы можете попробовать кофе, а потом купить его в соседнем магазинчике. Угу. Вам там его красиво упакуют, можно на подарок. Да, привезти. На подарок шефу, например. Какому шеф? Который вас отпустил в отпуск в Марокко. В общем, мы своей очереди не дождались, но попросили и нас пустили немножко поснимать внутри. Вот это кофейня известная. Очень большие очереди, очень долго ждать. Столиков немного. Аромат, конечно, шикарный здесь. От кофе. Не будем ждать, просто поснимаем. Ага. Уютная, но особых видов тут нету, да? Следующий пункт посещения – туристический хит Марракеша – музей Медреса бен Юсефа. Это здание религиозной школы XVI века, богато украшенное плиткой и резьбой, большой внутренний двор, а на втором этаже комнаты, где жили ученики. Скажем так, народу больше гораздо. Арабские девушки очень любят фотографироваться в этих окнах. Они прям выглядывают такие и снимают друг друга. Ну, это, конечно, красиво. Лестница, ведущая наверх. Очень туристическое место. Это, пожалуй, самая красивая достопримечательность Марокко, сохранившаяся. Мы снимаем, нас снимают. Все друг друга снимают. Раньше тут молитвы читали, теперь PlayStation играют на большом телевизоре. А это балкончик над центральным входом. О, какая люстра красивая. А это вот как раз холл, откуда туристы поднимаются и заходят на главный двор. Очень интересное такое квадратно-гнездовое расположение с выходами в мини-риады. С открытой крышей и комнатами по бокам. Уже так кушать хочется. Пойдемте шашлычок съедим. Пообедали, конечно же, в Рияде, переделанном в ресторан с террасой на крыше. Заказали популярный напиток из авокадо, местный аналог шаурмы и набор марокканских десертов. Так, тут видно то, что здесь курица, капуста, приправы, соус и Помидоры и зелень. да, помидоры. Ну, вкус интересный. На вкус отлично. Ешь. Но есть не буду. Третий пункт нашего маршрута – это дворец Бахия, одна из главных достопримечательностей Марракеша. Зашли в дворец Бахия, это пока лишь сады его, типа предбанник такой. Ну, посмотрим. Вход в январе этого года стоил 70 дирхам или 7 евро. Строительство дворца было начато великим визирем в 1860-х годах. Затем его сын, тоже будучи великим визирем, постепенно расширял дворец своего отца, добавляя к нему участок за участком, по мере того, как появлялись новые земли для покупки. Тут еще больше резьбы, да, вот, видишь, прям. Бокам взят зеркала,
создают иллюзию, как будто бы еще есть соседние дворы. То есть по сравнению с предыдущим дворцом, где мы были, здесь апельсиновые деревья уже гораздо выше. Может, потому что им просто меньше света? Типа помещение, тут зеркало, больше ничего. Потолки, как всегда, красивые, цветные, резные. Всегда интересно, знаешь что? Вот легенда гласит, что построен дворец типа для жены. Она лежала там днями и потолки рассматривала. Нет, то есть не для себя, не для него. Ну как он для него? Он для себя в том числе, чтобы он к ней всегда приходил. Не, ну а что значит? А что значит для жены тогда? Красиво, красиво, конечно. Да. На самом деле, в постоянно растущем дворце, конечно же, жил сам визирь, а также его рабы, слуги и гарем. Название Аль-Бахия было дано по имени любимой жены визиря, и оно означает «блестящая». Центральная площадь дворца Бахия. После смерти визиря дворец был разграблен по приказу султана, а позже стал использоваться для развлечения иностранных гостей. Потом дворец снова стал резиденцией короля Марокко, уже после обретения страной независимости. И только в 60-х годах прошлого века дворец Бахия был передан очередным королем Министерству культуры Марокко и стал одной из главных достопримечательностей города. Место очень известное. Мы специально пришли сюда ближе к закрытию, но людей все равно много. Она щупает образцы. Написано на табличке, что можно щупать образцы. Чувствуется, что краска как бы прям, она такая рельефная, да, что ее наносили. Ну да. Таким толстым, хорошим слоем. Вот, и здесь тоже плитка, кстати, тоже рельефная. Угу. Это как римские мозаики. Такая работа. Но им нельзя людей изображать, поэтому они на узорах оттягивались. Да. Экспонатов здесь мало, достаточно. Вот, есть интересные такие. Да, это экспонаты для хамама. Из хамама. Из хамама, да. Натуральная марокканская косметика. Косметика, черное мыло, хна. Узелок с одеждой. Да. Интересно. Узелок с одеждой. В случае чего с ними выгоняли. Особо распутно. А это еще одна известная площадь в Медине – Тинсмит-сквер или площадь жестянщиков. Рядом с ней находится рынок специй. Ну, собственно, вся Медина – это и есть один большой рынок специй, поскольку они здесь на каждом углу. Это типа рынок специй. Что-то специи тут не особо. Вон специи. Вообще нужно немножко левее пройти, на карте показывать. Стены дворца Эль-Бади был очень роскошным дворцом, но следующие правители просто его разрушили, вывезя все ценное из него в свои дворцы уже. Аисты на стенах дворца хорошо устроились. Он еще один ходит по стене. Видишь, ходит один. Скоро закроется. Через полчаса вроде как. Давайте посмотрим. Вот мы вход нашли для вас, дорогие друзья. Какие стены. Правители всегда боятся. Да, народ. От кого прятаться? От населения.
в первую очередь. Как бы не свергла. Все хорошее. Ага. С великой любовью. Из благодарности, так сказать. Вход в руины дворца Эль-Бади стоит 10 евро, но мы не успели, поскольку закрывается он в 17 часов. Поэтому просто погуляли по южной части Медины. Это такая улица не туристическая, то есть здесь задние дворы, можно сказать, где живут сами марокканцы. На главных улицах у них везде базар, магазины, кафе, а здесь вот именно жилые дома. Ну а вот мы выходим уже сразу на какую-то из главных улиц, сразу начинается торговля. Тут чувствуется перенаселение. Да. Ну видишь, тут как бы транспортная развязка, и тут же пешеходные улицы начинаются. Видишь, мы идем вот. Мы сейчас не идем, сейчас пешеходом. Не, а зачем? Вон она KFC, видишь? В общем, в чем минус Марокко? Это, конечно, по вечерам это чадящая какая-то хрень. Просто все в дыму. Да. Короче, всем на светофор вообще. Да. Вон полиция стоит, зеленый горит, всем посрать, еду на зеленый. Давлю пешеходов по мере возможностей. Такси. Ну, конечно, благо, что пешеходы, они тоже, конечно, не хотели. Они тоже идут спокойно. Марокканское KFC отличается от нашего тем, что тут еще подают к бедру булки всякие. И стрипсы тут совсем другие. Сейчас принесут, посмотрим. 115 дирхам. Вот такой набор. То есть обязательно с булками. 10 стрипсов, картошка, салат какой-то. Что это за салат такой? Салат, я не Он знаю. в наборе. Вообще не Такой пойму. большой, слушайте, он такой маленький был на картинке. Да, ну и кола. Из капусты. Ну-ка. Ну, очень сытный такой прям, нажористый. Ну, сладкий, капец. Стрипсы острые. Да. То есть вот в Польше такие не делают почему-то. Самый движ на площади Джамаа Эль-Фна в Марракеше начинается ночью. Шум, дым, экзотика со всех сторон. سوفليك هذا نابوليطانو لك رحمة القاري خلي العديان يقولوا سيروا في دارهم وهذوك الناس يشبحوا العيال اللي بغا يتفرجوا معنا خلي العروسه تغناك العيله الله يكبر بهم الله يعطيهم الخير تعال هنا. Потом рассказчик вступает в действие. Потом злой Раджа или Султан. Баран. Жареный, вареный. А тут улиток едят. Вон там целый набор. Совсемки. Для ностальгирующих и скучающих вот есть ресторан Ле Самовар. زياد جلالك
высыпал мусор и себе пошел. Ну, правильно. Да. Надымили, на весь переулок надымили. С утра переселяемся в новый отель в противоположной части Медины. Дорогу к нему пришлось поискать. Стоим на развилке, не можем определиться, куда нам идти. Налево или направо. Уже час стоим, пошли уже куда-нибудь. А может... Судя по всему, стрелка показывает просто на лампочку. То есть ни за что не догадаетесь, где наша улица. Это вон там. Туда только что девушка на мопеде заехала. Вот такая улица Нора ведет к нашему отелю. Казалось бы, какие-то неказистые и скучные переулки. Но если посмотреть спутниковые снимки, то видно, что за всеми этими стенами прячутся красивые старинные дома. Двери тоже скромные и надежные, а вот такие, где стоит женщина, скорее всего, для привлечения туристов. Вообще, Рияд – это богатый дом, у которого есть внутренний двор с садом и водоемом. Он полностью закрыт снаружи и имеет минимальное количество окон для защиты от жары, шума и для создания приватности. В последнее время туристы стали больше интересоваться такими типами жилья, что привело к волне реинноваций в городах, таких как Марракеш и Фес. Многие из этих старых зданий были восстановлены и преобразованы в отели или рестораны. Дальше. Право. Я помню, была Налево. Да. И вот если мы этот указатель не заметили, мы, может быть, и еще бы поискали бы. Вот он указатель. И вот там вот находится ряд Чалымар. Или Чалимар. Вот тут. О. Рияд Чалимар, несмотря на небольшие размеры, оказался очень удобным и уютным и понравился больше остальных отелей в Марокко. Кондиционер. Душевая. Вид из окна на какой-то переулок. Вообще, каждый Рияд имеет свой уникальный стиль. Но общим в оформлении является использование натуральных материалов, много элементов из дерева, железа и, конечно, везде восточные орнаменты. На крыше отеля есть терраса, где днем сушится белье. Но также есть столики, диваны и даже лежаки. Вечером здесь особенно приятно посидеть с видом на старый Марракеш и на террасы других Риядов. А видно вот эта площадь. У нашего Рияда такая интересная особенность. Крышу они закрыли, но птицы все равно залетают внутрь и постоянно чирикают с самого утра. То есть поют прямо в Рияде. А окна выходят из туалета, по крайней мере, вот в этот переулок. После 3 музеев стало понятно, что они очень похожи, и пора бы осмотреть современную часть города. Тем более, что рядом находился какой-то очень продвинутый городской парк с хорошими отзывами и большой молл. Вход в парк и находящиеся рядом небольшие музеи телекоммуникаций бесплатный. Телекоммуникационный музей, развитие связи. Вот старые телефоны, рации,
мобильные телефоны. Как все развивалось. Вон, Ростислав, посмотри. Телефоны какие ты любишь? Тобой заняться нечем в Марокко. Надоели тажины, надоели музеи. Вот, можете сходить сюда. Прекрасный оазис. Зеленый. Тихий. Интересная система полива. То есть через желоба пускают, и вода потом распределяется по участку. Фонтан не работает. Ну, сюда приводят детей на экскурсию. Совсем разговаривают. Вот это вот цивилизованный, современный Марракеш начинается. Люди на газонах спят, утомленные красотами. Ну, а состоятельные марокканцы живут примерно так. Такие у них районы, неплохие машины. Так что, да, чистенько, никаких поберушек, бомжей, никого такого нету. То есть все очень даже неплохо. Да, ресторан. Отели дорогие здесь, прям даже по европейским меркам дорогие. Торговый центр по-мароккански. Минара Молл. Рестораны чисто европейские многие. То есть Папа Джонс, Чилс, Вайкики турецкий сидит тут. В общем, такого европейского уровня должен быть. А? Ну да. Ну посмотрим. Ну вот и чем вам не Дубай? Сидим на террасе молла. Шикарным просто видом. Силуэт гор на горизонте. В общем, Минара Молл стоит посетить только из-за вида с террасы. Весь город как на ладони, видны взлетающие с аэропорта самолеты, мечеть Кутубия, парки и отели. Сам молл представляет собой довольно обычный набор брендовых и местных магазинов, сувенирные лавки плюс большой продуктовый Карфур с французскими сырами находится на нижнем этаже. Также есть огромная игровая зона для детей и множество ресторанчиков с марокканской и европейской едой. В целом, современная часть Марракеша, конечно, выглядит более аккуратно, чем Медина, но все равно с элементами арабского колорита и разгильдяйства. За несколько месяцев до нашего приезда в Марокко здесь произошло очень сильное землетрясение. Судя по количеству развалин, южный район Медины особенно пострадал. Тут что-то было снесено. Остались только стены. Смотрите. Тут глина, осколки каких-то кирпичей и палки. Все, никакой арматуры, никакого бетона. Тоже вот стена. Но вот после землетрясений тут везде
все трещины, видны вот такие вот упоры. То есть, видите, стена насколько наклонилась. Да, такая вот стена. Подковки стены. Такая пусковая лестница. Вечером решили прогуляться по нашему району. Местные вполне терпимо относятся к камере, и никто не истерит из-за того, что попал в кадр. Хотя на входе в некоторые магазины висит объявление, что снимать запрещено. Ну и артистам на площади тоже желательно заплатить за съемку, поскольку это их работа. Хотя, впрочем, издалека снимают все и бесплатно. А на выходе из переулка попался какой-то шумный, неадекватный мужик. Отель, ресторан, кафе де Франце 1906 года. Что они ж настолько маленькие. Ой. Амон? А это не оказалось внутри, как Рафаэлка. Дым над площадью. Утром в отеле нас ждал очень вкусный завтрак, чем-то похож на итальянский, тоже много сладостей и выпечки. После завтрака отправляемся на экскурсию в горы Высокий Атлас. Точка сбора, конечно же, площадь Джама Аль-Фна. А ранним утром здесь полностью проездная дорога, довольно чисто, ничего нету. Мусоровозы вывозят, жизнь такая, готовится к вечеру. Экскурсию мы забронировали на букинге. По цене около 15 евро с человека. Микроавтобусы пришли вовремя, гид говорил на английском, но группа подобралась интернациональная. К сожалению, не повезло с погодой. С утра небо было затянуто тучами, и цвета были не такие яркие, как на рекламных фото. They plant different territory like from the Peru like pomegranate with the apples and some from the peach and some almond and Первая остановка примерно в 30 километрах от Марракеша в живописной пустыне Агафай. Она включала катание на верблюдах и чаепитие. Для начала нас одели в традиционную одежду и намотали на голову платок. Вот такой вот получился бербер. Потом без каких-либо инструкций распределили по верблюдам. А верблюд такое животное, которое постоянно раскачивается, и ехать на нем страшновато. Нужно крепко держаться за железную ручку седла. Особенно неприятно было на крутом спуске и подъеме, когда верблюд то и дело спотыкался о камни и качался на своих тонких ногах-ходулях. Лица встречных туристов что-то тоже не особо счастливые. Реально нужно очень крепко держаться, чтобы не упасть, а поездка кажется очень долгой. садиться, так думаешь, как бы не перелететь. Да. Видишь его аккуратно, чтобы он плавненько садился. Но он все равно плавно не Видишь, садится. он все равно не умеет. Ага. Да. Следующую остановку сделали на смотровой площадке с видом на предгорье Атласа. Гид
Турист рассказывает, что в этих местах уже 4 года не было зимой снега. Из-за засухи погибли многие деревья. Здесь был эпицентр землетрясения, и многие до сих пор боятся возвращаться в свои дома, до сих пор живут в палатках. Мы проезжаем целые палаточные города. Впереди кафе-ресторан «Асиф» и кооператив по производству органового масла. Конечно же, для туристов, поскольку органия в этих горах не растет. Но все равно интересное и живописное место на берегу горной реки. Горный ручей течет. Тут мостики. И такая кафеха. Здесь нам организовали небольшой перекус с хлебом и разными соусами, включая мед и органовое масло. Нам принесли лепешки и 3 вида масла. Органовое, мед, оливковое масло и ореховое масло с органом. И чай, традиционный чай. Handmade. Да. Вот, понимаешь, если бы деньги за это платили, он бы не стал работать, а бесплатно, в удовольствие. Это всегда можно. Дальше ехали мимо многочисленных деревушек, где было много разрушенных домов. Но, судя по состоянию руин, рассыпались в основном старые постройки. Большая часть новых устояла. Конечная точка экскурсии – водопады в горной деревне Имлиль. Это 1800 метров над уровнем моря. Но здесь придется пройтись пешком. Excuse me guys, we are in Imlil Valley. That one is the last valley in Atlas Mountain. It's from here we start the hiking. Okay. You want to take lunch first or hiking first? Hike. На летних фото все очень зелено. Но зато зимой хорошо просматриваются горы и постройки вокруг. Немного мрачноватая выдалась погодка. Дорога к водопадам идет вдоль очень чистого ручья. Но такое впечатление, что это искусственный канал для полива. Если не обращать внимания на мусор и марокканские традиционные городушки, то очень красиво. Прошел небольшой дождь, дорога подмокла, стало местами скользко. Имлиль довольно популярный у любителей хайкинга. На многих домах есть таблички, что это отели. Можно остановиться на пару дней в хорошую погоду и погулять по горным маршрутам.
Да. Есть плюс в зиме, что что-то проглядывается сквозь ветви. Летом здесь все зеленое, получается. Не видно, что здесь с каждого склона стекают небольшие такие водопадики в эту долину. Террасы такие, да, интересные, видишь? В обратную сторону мы пошли немножко другим путем, и гид предложил всем желающим пообедать в кафе за дополнительную плату. Из-за дождя и ветра пришлось отказаться от обеда с прекрасным видом на горы. Но тажин все равно был неплохой, хотя ждать пришлось довольно долго, пока приготовят для всей группы. На обратном пути погода совсем испортилась. Но марокканцы, наверное, были рады, что наконец-то пошел дождь. Последний вечер в Марракеше, конечно же, провели в старом городе. Отсюда мы стартовали на экскурсию, но сам вот ресторан очень ругают именно по ценам и по качеству еды. Ребенка покормили в KFC и отправили в отель, а сами пошли в местную забегаловку, ресторан Чааби с хорошими отзывами и страшную снаружи. Абсолютно ничем не приметный нетуристический ресторан, похожий на столовую, с удивительно низкими ценами и вкусной едой. Разбираем тажин. Говядину. За 35 дирхам в местном кафе. Это репа какая-то. Ну да. После щедрого завтрака в отеле потопали на автовокзал, чтобы снова вернуться в Агадир, откуда у нас был запланирован вылет на Тенерифе. Среда, будний день, 10 часов утра. Вот уже жизнь на улицах чувствуется. Все проснулись, готовятся к торговле. Перед самым вокзалом заметили роскошное здание Королевского театра. Двери были открыты, и мы договорились с охранником, чтобы он нам быстренько все показал. О, it's dark here. Oh, so beautiful. Wow. Супер. Красиво. Is it closed? It's a renovation, it's no finish. So opera e teatro, it's two theaters. So no finish, it's a renovation inside. Очень красивый театр, который начали строить в 2001 году, но так и не достроили до конца из-за недостатка финансирования. В данный момент работает только площадка для мероприятий на открытом воздухе.
Артем, пойдем сад посмотрим быстренько. Давай. Сад. Ну, немножко. Угу. Просто смотри, какая красота. Супер. Вау. So huge. Ага. Оркестровая яма, наверное. Это ложи. И здесь сцена. Здесь будет сам театр. Будет очень красиво. То есть плакаты, которые... Театр на реставрации находится, но размах большой. Реставрировали. Королевский театр, конечно, огромный, и хотелось бы его осмотреть более подробно, но нам нужно искать станцию Супратур. Терминал Супратурс находится где-то в метрах в 100 от железнодорожного вокзала, который находится вот там за Ибис отелем. Следующее видео будет про шикарный марокканский пляж Ликзира. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик.